Всем привет, друзья! Сегодня вас ждет общий расклад Таро. Что хотел бы вам сказать загаданный человек, но либо не может, либо не получается, либо боится, либо не сложились обстоятельства. Общий расклад Таро на любовь, на отношения. Посмотрим мысли, чувства, планы, действия. Все, что будет выходить из потока. И по традиции мы с вами начнем с того, что посмотрим, что за ситуация у вас в отношениях. Угу. Знаете, отношения такие у вас складываются, где, исходя из этой колоды, да, мы видим, что вроде бы как он пытается вторгаться в ваши границы, а вы сопротивляетесь. И вообще отношения на первый взгляд, с самой первой карты, выглядят, как будто бы он вас наказывает, да, то есть, может быть, словом заденет, может быть, каким-то действием, может быть, действительно нарушает ваши границы, и для вас это как-то неловко, да, как будто бы какая-то неловкая ситуация получается. Дальше Луна, смотрите, его вот эти действия, которые происходят между ним и вами, причем он вас то ли наказывает, то ли вторгается в ваши границы, оно вас как бы накручивает на эмоцию, как будто бы он вас вызывает на эмоцию какую-то. Но вы эту эмоцию прячете, вы ее не показываете. То есть вы не даете ему видеть, то есть вы скрываете, что вам как-то некомфортно. То есть вам приходится прятать свою реакцию на его какие-то непонятные, может быть, неадекватные, может быть, непривычные для вас действия. Отношения такие, что либо вы с ним на дистанции, да, либо вы любовники, да, рыцарь жезлов. Как минимум, как любовники, вы вроде бы как и ничего. Поведение партнера и ваши отношения, они выглядят непредсказуемо. То ли партнер себя ведет неадекватно, то ли пытается как бы сделать вас неадекватно. И, может быть, пытается вас выставить как-то, в каком-то таком свете, в котором вы явно, точно, вы четко понимаете, что, это не про вас, а он, как бы делает все, чтобы вы выглядели как-то нелепо. Или его поведение такое, да, с вами, такие поступки, что оно как бы не вкладывается в канву нормальных отношений, да. И плюс сам шут, он вносит хаос и какие-то непонятные ритмы. То есть вы не поймете, по какому графику, по какому сценарию будут эти отношения. Например, он то сблизится, то отдалится, вызовет на эмоцию, причинит какую-то, может быть, где-то боль, а может быть, где-то накажет, а может быть, наоборот, вломится, да, без предупреждения, появится без предупреждения. Да, то есть какого-то определенного графика нет, получается. И дьявол. При этом здесь два стрельца, да, знаете, как минимум отношения интимного характера у вас должны быть неплохие. Они нестабильные, они не систематические, они хаотические. То есть спонтанная близость у вас, она, как горящий перчик, да. И, вы чувствуете, что партнер вас вожделеет, да, тянется к вам, постоянно хочет вас. И вы здесь, когда подыгрываете ему, где-то, может быть, он успокаивается, сбивает свою страсть, а потом вас наказывает, да, и круг замыкается. После этого вас опять накрывает волна эмоций, вы ее скрываете, вы, может быть, отдаляетесь, но при этом тянетесь друг к другу и хотите близости, и волей и неволей случая все повторяется. Такой цикл некий, да. Давайте еще с точки зрения духа. С точки зрения духа ни он, ни вы не можете друг друга отпустить. Но и при этом вы и он не знаете, что с этим делать. То есть и он вас не отпускает, двойка жезлов, и что с этим делать, ни он, ни вы не знаете. Но учитывая то, что я здесь вижу, где-то вы в нем видите себя, а он где-то в вас видит себя, да, то есть вы, может быть, либо очень сильно похожи, либо
ваши манеры поведения, похожее общение. Ну, что-то есть общее, очень общее. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Вот первое, да. За что он вас наказывает? За что он вас наказывает, если наказывает? А вот таким вот образом он показывает свою страсть к вам. 13-й аркан. То есть его вожделение, огонь, огонь и огонь. Смотрите, огонь, вода, огонь, хаос, огонь и огонь. Очень много огня. Ну и здесь это Белоснежка и... Сколько тут их? 7, да? 7 против 1, да. Бывает. Но смотрите, почему он вас или за что он вас наказывает? Даже не за что, а почему? Потому что он так проявляет свою страсть. Что он от вас скрывает? Именно скрывает. Или какую эмоцию он прячет за всем этим? За тем, что происходит вот это между вами. С одной стороны, 7 жезлов, вот это атата, да, а с другой стороны, 7 гномов раз. И они уже здесь, да. Знаете, вы его просто очень сильно заводите. Вы зажигалочка. И вот эта вот близость, вот этого вот огненного характера, ну, он тает. То есть, по сути, какую эмоцию он скрывает, он горит. Горит, и он возбуждается. То есть, здесь близость имеет вот дьявол, рыцарь жезлов, любовные отношения интимного характера имеют первостепенную роль. Поэтому что он скрывает? Ему нравится это его заводит, это его возбуждает, и благодаря этому он тает. То есть он кайфует, но показывает это вот каким-то таким, может быть, инфантильным образом. Все-таки рыцарь жезлов, но он только-только становится как бы мужчиной, в полном смысле мужского слова. Может быть, благодаря тому, что вы королева жезлов, и вы достаточно сексуальны. И ваше вот это умение подогреть в нужный момент, да, внезапно вспыхнуть, когда кажется, что все уже остыло. Да? А борщ-то был, оказывается, перченый. Да? Ну, видите, сколько перчиков, да, вокруг остывшего борща. Но это кажется, что он остыл, а на самом деле там все очень-очень горячо, не правда ли? Окей, рыцарь жезлов. Насколько вы управляете его сексуальными энергиями? 5 пентаклей. Можно было бы лучше, вы можете лучше, но он настолько заклевал ваше сердце, он настолько защипал вашу 5-ю чакру, 4-ю, извините, ну и 5-ю тоже, что вам, может быть, и не хочется и разговаривать с ним сейчас. Может быть, он настолько сильную боль вам принес в вашу жизнь, что сейчас вы с этим справляетесь не очень. Но он заклевал, по-моему, вам не только сердце, но и голову, и мозг. И насколько вы управляете сейчас его сексуальными вибрациями, энергиями, неудовлетворительно. Он не удовлетворен. Наверное, из-за того, что дистанция. Хорошо. Дурак здесь – это как дух. И вот что его вдохновляет с вами? Или что его оживляет, кроме вашего умения, но невозможности сейчас управлять его энергиями? Что его вдохновляет? Вы знаете, а вдохновляет его, знаете, что ваша выдержка, вы-то не показываете свою эмоцию, это раз. То есть он вас истощил, но вы еще, знаете, делаете такое счастливое лицо при уже плохой игре, как говорится. Его вдохновляет ваша выдержка, но его также вдохновляет паузы между вами. То есть, когда есть пауза, отшельник, и вы выдерживаете, и он выдерживает, это вдохновляет его на то, чтобы с вами сблизиться. Давайте приоткроем его демонов. Тех демонов, которых он тщательно скрывает.
что является тем самым демоном по отношению к вам. Ну, знаете как? Между вами, у меня такое ощущение, есть страсть. Смотрите, 13-й аркан. Дьявол, рыцарь жезлов, королева жезлов. И смотрите, шестерка мечей. Он вроде бы как уничтожил отношения, но вас не бросает. Он плачет, гребет веслом, проталкивает эту лодку, да, и как Харон, да, по реке Стикс транспортирует вас по Стиксу ваших эмоций дальше в отношения. Поэтому его дьявол – это наслаждаться вашим, ну, каким-то, может быть, безразличием. Вы делаете вид, что он вам безразличен. Но он от этого кайфует, весло не выбрасывает, льет слезы, строит из себя ангела. Смотрите, у этого зайчика, да. Кстати, зайчика форма очень интересная. Она вам ничего не напоминает. И вот этот зайчик, да, здесь с крилами ангела. Да. З крилами. Янгола, точніше, якщо бути точним. Хорошо. Чем вы его зацепили? Держите? И почему он вас не может забыть? Опять-таки, помимо вашей обворожительно-обольстительной энергетики. Страшный суд. Смотрите, вы умеете прощать. Вы почему-то не держите на него зла, и, возможно, он это чувствует. Также вы его зацепили тем, что он считает, что у него ключи от вашего плена, ну, на самом деле ключи у вас. И он-то считает, что ключики у него, но чувствует, что они у вас. И он чувствует, что он сам себя обманывает. Запутывая вас, он понимает, что он сам обманывает себя. То есть, чем сильнее он вас запутывает, чем, ну, может быть, более брутально он с вами себя ведет, тем сильнее он осознает, что запутался он. А вы в этой ситуации являетесь истинным, чистым, ароматным розовым бутоном. А он вот тот вот маленький негодяйский зайчик с ключиком. Чем он вас? Чем вы его, точнее, держите? Ваша чистота, ваша непорочность, ваша закрытая открытость сбивает его с толку, и ваше умение прощать топит его сердечко. Ну окей. Смотрите, здесь 13-й аркан и наказание. Да, с одной стороны. Почему? Даже не почему. Давайте вот так спросим. Все-таки это сложная комбинация 13-й аркан и 7-ка жезлов, да? Почему он сопротивляется разорвать ваши отношения, помимо того, что мы уже о нем знаем? Почему он сопротивляется разорвать ваши отношения? Потому что, во-первых, ваши отношения очень непредсказуемы, они похожи на сказку. И он понимает, что он еще не открыл в вас все, что есть в вас. То есть он не познал всю вашу глубину, и он не открыл для себя всю глубину ваших эмоций. Ну и ладушки. Ну и ладушки. Подходите ли вы друг другу энергетически, действительно, помимо сексуальных энергий? Подходите ли вы... Да, вы подходите, но вы не всегда... Ну, то есть вы еще не все понимаете друг о друге, да? Вы можете подходить еще больше, если сможете рискнуть на что-то большее. Может быть, оно еще пока за гранью вашего понимания друг друга. Поэтому подходите ли вы друг другу? Да, вы друг другу подходите по 8 мечей, как ни странно. Почему? Ну, все-таки это потенциальные риски и страхи. Но страхи преодолеваются, и страхи – это пока что просто неготовность ваша идти на то, на что вы еще можете пойти, но в перспективе. Что его вообще конкретно не устраивает в вас?
Ну, если вы двойственны вдруг и нечестны с ним, точнее, нечестны, а так вообще вы полностью ему подходите, его все устраивает. Смотрите, его не устраивает, если он чувствует ваш обман, может быть, где-то ваш отказ его соблазнять. То есть ваше безразличие. Давайте так скажем. Ваша двойственность, ваш обман и ваше безразличие. Чему учат вас эти отношения? Эти отношения лично вас учат хранить тайну, хранить эмоцию. Поэтому вам эмоцию нужно, может быть, где-то выливать подругам, друзьям, психологам, может быть, чиститься, не знаю. Они учат вас хранить магию, хранить тайну, хранить эмоцию и пользоваться своей женской магией. Будет ли он вас возвращать в случае чего? Нет, давайте так. Состоится ли встреча в ближайшее время? Скорее всего, встреча состоится. Почему? Потому что он вас настолько ценит, и вы ему настолько дороги, что встреча скорее состоится. Что явно лишнее в этих отношениях, и оно очень сильно вам мешает. В этих отношениях явно лишним является ваша жертвенность. Ваша. Особенно женская жертвенность. Ну, а так, здесь ничего лишнего нет. Это судьба работает здесь. И знаете как, у испытаний судьбы ничего нет лишнего. И никому не дан тот крест, который невозможно поднять. Да? Что чувствует к вам загаданный человек прямо сейчас? Он чувствует, что он зависит от вас, что он страдает без вас. Но он точно так же чувствует, что и вы страдаете без него, и вы тоже нуждаетесь в нем. Ну и он чувствует, что чего-то не знает о вас. Наверное, благодаря тому, что Верховная Жрица – это ваше умение хранить тайну. И Луна, она тут тоже есть, это ваша тайна. Поэтому работайте со своей энергией и выбрасываете все вытесненные эмоции в его отсутствие. И тогда вы сможете выдерживать этого партнера. Учитывая то, что я вижу здесь дьявола, рыцаря жезлов и семерку жезлов, здесь человек такой энергетический вампир, который периодически делает больно, кайфует от этого, но тем не менее не перестает вас любить. Немножечко он такой садо-психопато. Ну, такой тип. Да. В чем суть рисков в ваших отношениях? Восьмерку мечей проверим. Ну, суть рисков у вас его потерять. И причина – это сексуальная энергия. Его сексуальная энергия, которая может распространяться на других потенциальных партнеров. Давайте спросим, если у вас соперник, соперница, соперница, давайте так спросим. Я бы сказал, что на данный момент такового нету. И на данный момент вы полностью формируете материальную реальность вашего партнера без каких-либо соперников и соперниц. Ну, здесь в этом раскладе нету. Перепроверим, скрывает ли он от вас какую-то женщину. Жрицу проверим. Вряд ли. По двойке кубков это карта принятия. Нет. Нет, и здесь как будто бы близнецовые карты, поэтому вы больше здесь вот такое пламенные близнецы, кармические отношения, да, вот, или близнецовые пламена, кармические отношения. Нет, я скажу, что нет здесь. И все-таки, смотрите, четверка и двойка порождает шестерку. Шестерка, я так скажу, он в вас влюблен. Да, вокруг него могут быть, или вокруг нее могут быть соперницы или соперники, но вот в прямом смысле слова вы сейчас полностью контролируете его сексуальную энергию, и она не распространяется на других партнеров. Хорошо. Что он больше всего ценит в вас, еще раз спросим. Да он с вами счастлив. И даже когда вы, может быть, седлаете его,
как этого слоненка, или, может быть, чересчур сильно тянете его за хобот, он не против. Да? Мгм. Хорошо. Судьба ли вам быть вместе? Карты пока говорят, что не факт. И восьмерка кубков, вы рискуете его потерять или ее потерять. Да? Ну, тут уже смотрите, кто смотрит. Восьмерка кубков – это карта мужчина уходит. Но не факт, что женщина не уйдет, да, как говорится. Поэтому неоднозначно вы будете вместе, неоднозначно. Это зависимость или любовь? Это влюбленность, которая может перейти в зависимость, в созависимость, если уже не перешла. Чего он хочет от вас прямо сейчас? Он хочет радости. Он хочет, чтобы вы были как королева. Он хочет, чтобы вы, источая мед, манили его своей сладостью. Представляете, как? Это ли не кайф? Он хочет, чтобы вы сияли, светились, горели. Ну и позвали его к себе. Четверка пентаклей. Чего он ждет? Чего он ждет вообще? А он ждет, уже логично, понятно, по пажу мечей, когда можно будет вас в следующий раз потретировать, да, или потерроризировать, да, в хорошем смысле этого слова. Ну, как бы подраконить. То есть он ждет подходящего момента вас зацепить, да, вот так. Еще раз спросим, если это не любовь, то что это? Двойка пентаклей. Если это не любовь, то это жонглирование, но это то, что происходит между вами. Оно происходит к лучшему. И если это не любовь, то это отвал башки, какие отношения. Эти отношения все равно делают вас и его лучше. Можете ли вы быть по-настоящему счастливы вместе в этих отношениях? Большие сомнения, семерочка выпадает. Ну и если он или вы будете пытаться усидеть одной попой на разных стульях, да, или одной попой на двух стульях, тогда чем больше вы будете пытаться усидеть своей попой на разных стульях, тем меньше шансов вашему счастью. Но пока что я вижу здесь двух паучков. Но, как минимум, здесь получается такое ощущение, что кто-то запутался. Но, учитывая, что паучка двое, да, паучков двое, но вы оба запутались. Давайте спросим, в чем именно вы заблуждаетесь в этих отношениях? Вы заблуждаетесь в зрелости, как минимум, своего партнера, но, может быть, в своей зрелости. Как минимум, один из партнеров здесь инфантилен и не показывает или не проявляет всех своих чувств по отношению к своему партнеру. Может быть, отношения еще не перешли на ту стадию или в ту фазу, где они станут намного более серьезнее, чем были. А может быть, кто-то из партнеров все еще не повзрослел. Что он планировал изначально, когда входил с вами в отношения и появились первые чувства? Что он изначально планировал? Планировал иметь над вами власть и планировал показаться настоящим мачо, настоящим Наполеоном, да? Был ли он искренен с вами изначально? Солнце проверяем. Да. Но он не был одинок в том смысле, что это не мешало вашим отношениям. У него кто-то был фоном, но вы были на первом месте. Чему стоит тревожиться по-настоящему? Или чего стоит опасаться по-настоящему в этих отношениях, паж мечей? Ну, если вам стоит по-настоящему опасаться, если он вас начнет преследовать и будет сходить по-настоящему с ума.
Пока что он ведет себя как сумасшедший, но таковым не является. А вот может ли он сойти с ума и нарушать ваши границы еще сильнее и вожделеть вас еще сильнее? Ну, к сожалению, по этой карте, да, король кубков, выйти из берегов он вполне может. Что может улучшить ваши отношения к лучшему? Самая худшая карта. Давайте так скажу. Если вы пойдете против принципов, как ни странно, это сможет улучшить ваши отношения. Ну, вообще 5 мечей – это предательство. Предавать не есть хорошо, но пойти против принципов каких-то, возможно, это может что-то улучшить. Это раз. Но если вы рискнете поставить все на красное. Почему на красное? Ну, потому что здесь пан буряк, а він червоний. В чем нужно не сомневаться ни на секунду? Не сомневайтесь, выход есть даже из самой безвыходной ситуации. Примириться можно. Точно так же, как можно и расстаться, потому что не факт, что вы будете вместе. Но хорошие варианты здесь есть по карте мир. И даже на дистанции вы сможете с ним наладить связь. И примириться на дистанции вы с ним можете. Давайте просто спросим, вам не стыдно? Почему я это спрашиваю? Я не знаю. Ну вот посмотрите, почему-то она краснеет. Как-то странно она заставляет вращаться вокруг себя этих красных рыбок. Вам, лично вам не стыдно как раз себя и проверить? Ну, может, за себя. Нет, вам не стыдно. Потому что вам есть что терять. Ну, правда ведь? Я бы не выбрасывал такой красивый рожок. Во всяком случае, этот рожок вам терять не стоит. Хорошо. Станет ли он по-настоящему тем императором, которым хотел казаться для вас? Да, если вы станете королевой кубков, королева кубков умеет не только скрывать, но и беречь. Не только умеет скрывать свои чувства, но и показывать их, когда эти чувства действительно взаимны. Возможно. Мешает ли вам треугольник в этих отношениях? Он может вам мешать, если эти отношения будут иметь для вас очень большую значимость. Или имеют уже для вас большую значимость. Очень большую значимость. Чего он боится больше всего в этих отношениях? Что вы его перестанете любить и относиться к нему как к ребенку. Перестанете. Еще раз, он боится, что вы перестанете к нему относиться как к своему ребенку. То есть ему где-то это выгодно, Паш. Готов ли или может ли он вас предать? На данный момент нет. Нет, не может. Эти отношения созависимые. И почему-то карта говорит, чтобы он вас не предавал, иногда и вам нужно взять в руки плетку. Вы сами понимаете, о какой плети здесь идет речь. Что может ускорить вашу встречу, мир, взаимопонимание и укрепить отношения и любовь? 7 мечей. Ну, это, во-первых, это искренность и ваша осмотрительность. Искренность и ваша осмотрительность. И где-то, если вдруг он вам говорит неправду, не скрывайте это и говорите, что я чувствую, что ты говоришь неправду. Ну и также можете пока что продолжать не показывать, что понимаете, что он за вами следит, наблюдает. Может быть вживую, а может быть на дистанции, может быть в социальных сетях, а может быть как-то через кого-то.
Давайте еще спросим. Вот семерка мечей с королевой пентаклей и миром здесь. В чем именно он вас обманывает? В чем именно его ложь? Ну, он вам говорит, что вы его победили, а сам считает себя победителем. То есть он иногда вам поддается, но только для того, чтобы вас удержать. Давайте посмотрим совет вам. Какой вам дают совет карты Таро? Нет, давайте сперва лучше спросим, почему вы пришли на этот расклад? Почему вы до сих пор смотрите его? А вы ищете, во-первых, покоя. Хотите, чтобы ваше сердце успокоилось. И хотите, чтобы ваши отношения не разлетелись, как карточный домик. И вы ищете справедливости. Может быть, даже хотите как-то отмстить, но больше вы хотите справедливости. Что советуют карты Таро вам? Проявлять свою силу. Неважно, кто вы, мужчина или женщина. Угомонить своих демонов. Взять себя в руки. Сказать себе: соберись, тряпка. И найти силы. Преодолеть то непреодолимое, что вы сейчас испытываете, особенно если вы зашли, с какими-то болезненными ощущениями. Что вам это даст? Что вы за это получите? Рыцарь Пентаклей. Вы сможете удержать отношения, сохранить форму отношений, удержать под контролем хромые отношения, наладить отношения, оздоровить отношения и прогнуть своего зайчика и поставить его в позу лошади или осла. Хорошо. Мешают ли вам внешние силы или посторонние люди? Если мешают, то кто? Пока нет. Пока не мешают. И это карта алхимии. Я бы мог сказать, что кто-то магичит, но не скажу. Не скажу пока. Как его или ее родители относятся к вам? Особенно к нему. Они на него посмотрели и сказали: вот это кабачок. И тут, смотрите, 10 жезлов, да. По 10 жезлов слишком много этого человека. То есть этот человек, показался чересчур энергичным. Может, чересчур разговорчивым, а может быть, чересчур таким, знаете, чересчур энерджайзером. То есть он нагрузил ваших родителей. И его первая мысль о вас после первой встречи: звезда, красотка, красавчик, да, тут тоже можно и о мужчине сказать. И видите, как это получается вот эти вот ниточки, да, нити Ариадны, да, завладели его разумом. Они прямо окутали его разум, голову. Звезда. Ах, какая она вся для меня. И он, кстати, вас ревнует. Вот это он, мужчина, а это он подозревает соперника. Может быть, у нее кто-то есть еще, подумал он после первой встречи. Хочет ли он еще встречи с вами? Да, и он все сделает, чтобы вы на мягких лапках рысью или в леопардовой ночнушке явились к нему на свидание. Магичит ли он на вас? Я не исключу, что он может пользоваться магией по отношению к вам. Но и мужчины, смотрите, магичит ли она на вас? Да, она может магичить по этой карте. Что вам делать с этим всем? Давать шанс себе, давать шанс своему животу выпускать всех ворон, дятлов и воробьев и впускать туда бабочек. А если вы вытесняете, то вычищайте свое материальное поле, очищайте его от негативных энергетик.
чего вам категорически нужно не делать. Не строить далеко идущие планы, не раскатывать губу, не ставить все на красное. Ну и не думать, что вы уже контролируете Вселенную и при этом не привлекаете внимания санитаров. Ну и чем сердце успокоится? Все будет по справедливости. И вы обязательно отведаете самый сладкий, вкусный, сочный, лакомый кусочек в этих отношениях. И этот кусочек будет частью вашого партнера. Світло вам та вашому всесвітові, і нехай ваша посмішка або ваше обличчя буде набагато більше усміхненим, аніж ця посмішка цієї особи на цьому аркані. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.